Энтузиастики, приветствую вас на канале. Ну что, на данный момент у нас был боковой флэт на протяжении 2 недель. Рынок неплохо скорректировался, и мы сильно низко не упали. Само собой, есть некоторые изменения на рынке. Давайте-ка мы их посмотрим. Для начала нужно, наверное, закинуться кофейком. Ну, кому интересно, я сбрасывал в шортсе, что за кофе я покупаю. Ох, просто штырит от него, от этого кофейка, блин. Утром как бахнешь чашечку эспрессо. У меня кофейный автомат, я в зернах покупаю, заряжаю его и шандарах, блин. Просто штырь так. О, подпах его, подпах. Вот такое. Ну, прежде чем пить кофе, заранее нужно хотя бы выпить полстакана воды, для того, чтобы вы запустили всю свою систему, ибо будет скам в организме. Итак, биточек 1,8%, эфириум 4,1%. Рынок растет, это все видно, даже думаю, что вы видите у себя на портфеле. Правда, у нас была коррекция. Вот. Но коррекция должна быть. Коррекция должна быть. На недельке у нас CFX, Иена дала, Сарос, Пенгун 37, ХТЗ 24. Ну, за день у нас вот так все, в принципе, зазеленело. Пепяндра, я думаю, что еще свои лапки протянет. Так, ну, в принципе, я все комментарии читаю. Всем тут ставлю лайки, сердечки, красава, да, ну, стараемся, конечно. Спасибо вам за поддержку. Опубликованные на рассмотрение и... так... Ну, давай. Ответили ли вы на комментарий? Так, без ответа. Все, я просматриваю. Так, хотите серьезно? Ну, это с камеры. Боты с камеры. Я им не отвечаю. На ваши комментарии я все, в принципе, отвечаю. Все отвечаю. И там у нас человек спрашивал посмотреть, короче говоря, на рассмотрение здесь у нас нету ничего. Посмотреть, короче говоря, какой-то актив с вопросами. Какая проблема? Ну, так, проблема там у меня была с... Короче, Binance я сделал. Все там, короче говоря, сделал я по поводу Binance. Сделал верификацию повторную. Все вроде бы у меня работает. Все нормально. MyKitMaker тебя на зоне опустил. Нет, да какая зона? Зона. Это не зона. Это очень хорошее место. Спасибо за постоянное обновление. Я предпочитаю торговать на рынке криптовалют, так как более прибыльно... ну это, короче говоря, понятно. Итак, короче, комменты мы все это дело читаем. Что за изменения на рынке? Вчера я снимал видео вечером, потому как утром у меня не было возможности снять видос. Так, начнем. Курс битка нам нужен. Открываем график биткоина. И что мы здесь видим? Мазафакина! Что это такое? Синяя точка, криптоэнтузиасты. Синяя точка, и ее видно на 30 минутке. Как я с вами и разговаривал неоднократно в видео, что мы должны увидеть синюю точку на 30 минутке. Мы просто должны ее увидеть. Мы, просто кровь с носа. Мы видим то, что у нас есть синяя точка. А что это означает? Ой, кофеек. Правильно. Это означает, что у нас будет to the moon по биткоину. И мы ожидаем с вами 30 июля. Это заседание ФРС. Они начнут качать. Правда, не нужно сильно радоваться. Есть несколько вариантов с синей точкой. Первый вариант, то, что мы можем уйти еще на коррекцию на 10%. Второй вариант, что мы можем даже не корректироваться и начать расти. Также заседание ФРС может тоже дать небольшую коррекцию. Но в дальнейшем, я думаю, что у нас будет to the moon. Мы видим с вами, что Hashribbons дал сигнал лонговый. Hashribbons никогда не ошибался по истории крипторынка.
особенно на биткоине. И он дал сигнал в 3 часа ночи, вчера это было. Смотрим на часе, сигнал подтверждается. На 4-часовике сигнал подтверждается. На 4-часовике уже он закрепился, конкретно закрепился. Мы видим то, что красное облако, смотрите. Это была капитуляция майнеров. Данный индикатор основан на майнерах. Это не просто там какие-то скользяшки там или еще что-то. Это майнеры. Это анализ системы всей. И он, короче говоря, дает сигналы на анализе всей системы биткоина. На дневке мы видим тоже красная точка. И это просто шикарно. Что у нас на недельке? На недельке мы тоже видим, вернее, красная точка, синяя точка. Если мы переключаем с дневки на недельку, мы еще видим эту точку, но она исчезает. Но я думаю, что на недельке она здесь появится тоже. На дневке она есть. Вот. Что я вам и рассказывал неоднократно, что нам нужно увидеть точку. Я, конечно же, пью кофе в прямом эфире, потому как могу себе такое позволить, криптоэнтузиастики. Я, блядь, встаю 5:30 утра, чтобы запустить этот гребаный автомат, чтобы вам запустить видос, чтобы вам это все смонтажировать. И так я уже просто устал немного. Каждое утро пилить ролики, вставать в 5 часов утра. И такое ощущение, что я как будто бы собираюсь идти в поле на тракторе кататься. Вот. И придет момент, наверное, я покину эту всю медийность. Не хочу я уже. Хочется отдыха, реально. Хочется уже какого-то отдыха. Может, я даже закину YouTube, может, я закину телеграм-канал, все поудаляю и все, исчезну. Не знаю. Ну, просто YouTube, ну, вот просто есть некое, вот сразу скажу, есть некое разочарование. Вот смотрите, ну, 5977 подписчиков мы никак не можем, ну, набить просто, ну что такое? Рынок растет. У нас здесь 980 было, тут уже 977. Откат. Ну как так? Я вам даю интересную информацию. Да, у меня канал может быть уникальный. Я не снимаю такие видосы, как там Кролов снимает, что он там Бугатти продает, там у него режиссер, там пальмы, шмальмы. Ну блин. Я говорю то, что я вижу на графиках, и так вот. В принципе, на дневке есть синяя точка, на недельке пока нету ее. Ее пока нету, но она вот уже появилась, пропала вот так вот. Я думаю, что неделька закончится, закроется, и здесь появится тоже эта синяя точка. Само собой, я ожидаю синюю точку на месячном графике. Вот, у нас опять появилась, пропала. Месяц закроется, по всей видимости, с синей точкой. И это будет to the moon для битка. Как у нас было по истории, смотрите. Июль 24 год, июль 25 год, январь 23 год. Если у нас в этой бычке, хоть она и длительная, уже 2,5 года биток в бычке находится, здесь было только 2 точки, то у прошлой бычки, смотрите, раз точка, летняя коррекция, 2 точка, перед to the moon 21 год, 3 точка, июль 20 год. Это у нас альт-сезон, разгар альт-сезона. Почему альт-сезон? Потому что здесь выходили такие монеты, как Shiba Inu, Solana, Luna, август 2020 год. Также у нас еще апрель 2020 год, перед халвином. И, конечно же, 1 декабря 2019 года, разворот рынка. Будильник повторно звонит. И что мы можем себе сказать? А мы можем сказать то, что эти точки появлялись на биткоине с определенными событиями. Что у нас было? Декабрь 2019 год. Коронадамп. Коронадамп был в августе. Ой, блин, каком августе? Марте. Вот он. Март 20 год. Но здесь начало короны. 1 декабря 2019 год. Начало коронавируса. Туда-сюда. Некоторые события. И здесь мы видим донышко тоже. Блин, везде будильники, на телефоне, на часах, ой боже мой, уже просто эти будильники бред.
Мы здесь видим то, что у нас начало коронавируса, потом коронадамп, точка, потом халвинг у нас прошел. Мы видим тоже разворот рынка, импульс вверх. Потом у нас декабрь 2020 год. Все здесь кричали, что с рынка нужно выходить, покидать. Аналогичная ситуация у нас и здесь происходит. Все кричат, нужно рынок покинуть. Вот мне напоминает это вот ноябрь, декабрь, январь 2021 год. Тогда у нас доминация начала конкретно падать. Если мы откроем доминацию, что мы сделали? Так, доминация биткоина. Открываем доминацию. Сейчас аналогичные заголовки у нас на рынке. То, что нужно покидать рынок. Доминация дальше падать не будет. Все, мы, короче говоря, улетаем, уже умираем. Что мы только там не делаем. И если мы вот так вот откроем все это дело. Вот, смотрим. Вот, мы сейчас вот здесь вот находимся. Сейчас вот Ридван даже говорит, что все, рынок выдохся. Дальше там уже не наш тренд, туда-сюда. Вот, смотрите. Аналогичная ситуация была. Февраль, январь 2021 год. Доминация вот здесь вот немножко упала, припустилась. Тогда Рафаэль снимает видео, то что биток это максимальная вершина 20 тысяч долларов. Нужно выходить с рынка. Сейчас подобное видео. Икигай снимает видео. 115 тысяч долларов это вершина битка. Нужно уходить туда-сюда. Ну, понятно, если ты, допустим, засандалил $500 000 в биток, получил 4, 5 или даже 6, 7 иксов, если тебе удалось получить, чистой прибыли, если ты там, ну, примерно там 100 тысяч долларов ты взял биток, да, взял вот здесь вот биток по 100 тысяч, вернее 100 тысяч засандалил в биток по 20к. 5 иксов ты получил, ну блин, зачем рисковать дальше, ждать ту самую вершину, уходи с рынка и все, 5 иксов на битке, $500 000 забрал и ушел. Конечно же это нужно сделать. Но у нас иная ситуация, потому что мы все сидим в альткоинах и мы ожидаем альтсезон. Да нам до фени анализ этого икигая вместе с его там волнами, блядь, да вот так вот вытянул с ширинки ты, по барабану, причем там и его эти 115 тысяч долларов, если они никаким косвенным методом не касаются к нашим альткоинам. Вот что. Они нам не нужны, эти икигаевские прогнозы, там его 115 тысяч долларов. Они нам ничего не дают заработать. Если ты, конечно, здесь взял биток, ну чё рисковать? Здесь, конечно, выходи. Но мы сидим в альте. Результата на альте нету. Все. Почему нет результата на альте? Да потому что, по всей видимости, биток еще не добрался до своей пиковой вершины. Вот как только биток добирается до пиковой своей вершины, а вершина мы прекрасно знаем, где может быть, анализируя индикатор P-Cycle Top, она может быть вот здесь, вот, в диапазоне 170, 180, может быть чуть-чуть выше, не знаю, посмотрим. И здесь они, по всей видимости, подключат альтсезон. Вот. Здесь они, по всей видимости, подключат. Если они не подключат альтсезон и рынок не пойдет сюда, но мы прекрасно знаем, что нас соскамили. И больше, вот здесь вот на медвежке, явно никто не будет покупать эту всю скамовозку, эти альткоины туда-сюда. Тут нужно будет делать свою стратегию, как вытянуть бабки с этого рынка. Но это будет потом, это будет совсем другая история. У нас пока что все идет нормально, мы тянемся сюда. Ожидаем альтсезон, индикатор есть, сигнал дал, это хорошо. P-Cycle Top у нас здесь, по всей видимости, отрисует вершину. И мы надеемся, что все у нас получится. Просто затянули это все по времени. Если я, в принципе, предполагал, что мы начнем падать по доминации в феврале, в марте 2025 года, как это было всегда на истории, 330 дней после халвина битка и падает доминация. Вот у нас синий шаблон бары. Вот. 330 дней прошло. И падает доминация. Вот у нас халвинг. 330 дней, смотрите, и падает уже доминация. То в этом цикле все это дело затянули. Это у нас 17 год, это у нас 21 год. 330 дней и падает доминация. То в этом цикле мы видим то, что цикл немножко растянулся. На 4 месяца. Цикл растянулся на 4 месяца. Вот. 455 дней. И мы начали падать. Но конкретного падения еще нет у нас подтверждения. Еще конкретного подтверждения о падении нет. Обращаю ваше внимание, конкретного
подтверждения падения доминации еще нет. Еще нужно ждать. Вот. И что мы можем представить? 4 месяца у нас растянули цикл. Значит, у нас 520 дней после халвинга битка. Это будет не пик бычьего рынка. Вот у нас 520 дней. Это у нас припадает на 20 числа сентября. То 4 месяца плюс еще 4 месяца мы можем представить, что это будет у нас. Вот. Октябрь. Раз. Ноябрь. 2. Декабрь примерно. 3. Ну, может быть, на январь там. Это будет примерно 620-640 дней, да? Вот так вот. Примерно вот так вот. Туда, куда вот идет примерно вот этот вот канал. Вот здесь вот будет где-то пик. Ну, на Новый год, может, будет пик. Мало ли, может, будет очередное Санта-Ралли. Примерно вот так вот. В принципе, вот так вот. И Hash Ribbons, конечно же, давал сигнал, когда у нас были интересные события на рынке. Это у нас вот ноябрь-декабрь 2021 года. Вернее, ноябрь-декабрь 20 января 2021 года была точка, когда все орали, что нужно покидать рынок. Потом и так уже отклонились от темы. Сейчас у нас, в принципе, аналогичная ситуация. Все орут, ой, бля, нужно покидать рынок. Уа! Просто аж все трясутся, нужно покидать рынок. И после коррекции у нас еще был сигнал. Это у нас был китайский запрет. Я уже был тогда в рынке. На вот этом вот проливе уже тарился. Вот китайский запрет тоже у нас был сигнал. И что мы видим? Как только у нас биток поставил свою вершину и начал разворачиваться на медвежку, Hash Ribbons ни разу не давал сигнал. Как в 2021 году, так и в 2016 году. Тут у нас есть еще бычка, вот смотрите, 2011-2012 год. Это не просто так индикатор. Он у нас участвовал и в 2017 году на бычке. Это месячный график. Крупный интервал, где нету никаких шумов. Если, допустим, мы можем увидеть шум, открыть индикатор на 4-часовике, там может есть и шум какой-то. И то 4-часовик, он отработает по-любому. И то этот индикатор в основном основан на крупном таймфрейме. Он не дает просто сигналы там на 4-часовике и все. Он дает как минимум на недельке. Как минимум на недельке. Но для того, чтобы он закрепился на недельке, нам нужно, чтобы неделя прошла. У нас вот он появился буквально вчера. Это был у нас пятница. Неделя проходит, и он появится на недельке. На месяце он может не показать, конечно же. Вот как было у нас январь 2019 года. Он не показал сигнал на месяце. Но на недельке он покажет. И он основан в основном на сигналах на недельке. На недельке. Тут у нас не полностью график. И он основан на недельке. Итак, на недельке пока что сигнала нет. И что у нас на дневке? Я думаю, что всю суть вы поняли. Я, просто подробно разложил вам по полочкам с этим сигналом, как они происходили, что он там творилось, что творилось на рынке. Кто знает лучшую информацию, пишите в комментариях под видео. Будет интересно почитать. Есть иногда адекватные люди заходят, интересный коммент поставят. Вот недавно человек писал, что будут брить всех на маржиналке. Просто шикарнейший коммент. YouTube просто как-то вот он сделал все это дело. Сейчас он вот эти вот все комментарии, как-то он, короче, вот открывает сообщение. Раньше было вот так вот. Вот раз и смотришь. Все сообщения, которые ты ответил, не ответил, полностью в списке, там, монеты, которые люди там писали. А сейчас нету этих сообщений. Если я на это сообщение ответил, оно просто улетает куда-то с списка. И нужно здесь вот фильтр, тыкать. Зачем это все YouTube сделал? Я не знаю. Это последнее обновление, как-то туповато. Итак, по поводу Hash Ribbons мы с вами погутарили. Все у нас здесь шикарно. На дневке есть сигнал. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это говорит о том, что здесь рынок будет дальше расти. И все у нас работает, все у нас циклично. Цикл немножко растянулся, где-то примерно на 3-4 месяца. Мы с вами это увидели на подтверждении доминации биткоина. Конечно же, были хейтеры у меня на канале. Я анализировал доминацию биткоина, как она будет падать. И я предполагал, что доминация биткоина, полагаясь на историю, она начнет падать примерно в марте-апреле.
Вот, как это было на истории. Но мы здесь не увидели падения, а увидели дальнейший рост доминации. Ну, по всей видимости, рынок был не готов к развороту в сторону альткоинов. Биток не был накачан максимально. Потому как нужно тоже представить себе, что большое количество альткоинов у нас на рынке. И нужно как можно максимально больше накачать биток для того, чтобы развернуть это все в сторону альты. Тоже есть свои там нюансы. Крупные дяди знают, как им сделать. Вот. Мы здесь меленькие шошки, мы просто можем посмотреть на графиках, как ведут себя киты и какие оставляют волны после себя. Вот. Но здесь вот мы видим то, что растянули все это дело, но подтверждения нету. Конкретное подтверждение о падении доминации будет, когда мы пробьем вот это вот значение 59%. Вот если мы пробьем 59% и начнем опускаться на 56-57, тогда будет конкретный разворот доминации биткоина. Сейчас мы здесь остановились в этом блоке. Я предполагал, что мы остановимся примерно в блоке 63-62. Будут здесь мурыжить нас. Но нас порадовали намного лучше. Потому как мы опустились просто вниз. Мы пробили все это вот дело. Здесь ордер блок у нас был разворотный. Но мы остановились на вот этом вот ордер блоке. Здесь у нас произошла манипуляция, скинули лонгистов, опять же колоссальное количество ликвидаций трейдеров, нужно ставить стопы. И нужно не забывать то, что у нас скоро будет заседание ФРС, там тоже будут, короче говоря, выбривать всех. Смотрите, лонгисты пострадали, здесь максимальное количество было побрито лонгистов. Вот. Дальше. Биточек наш выглядит просто по-бычьи. Он просто шикарно выглядит по-бычьи. Мы идем по сценарию, который мы с вами рассматривали. Вот. Вот наш сценарий. То, что мы здесь рисуем бычий треугольник, само собой, выход с данного бычьего треугольника обычно происходит, ну, так вот, вниз раз, и потом идет вверх. Снимаем лонгистов. Всех лонгистов здесь выбрали, смотрите. Мы проторговали имбаланс. Здесь у нас есть имбаланс, может быть такое, что здесь и гэп есть. Мы его проторговали, 114 удержали. Сейчас нам важно здесь удержать этот уровень и не опуститься ниже. Если мы опускаемся ниже, то у нас есть свободное падение вплоть до 111 тысяч долларов. Тогда мы можем опуститься еще ниже сюда. Вот. Но в дальнейшем я ожидаю движения вверх. Само собой, хэшрибанс дал сигнал, и после того, когда хэшрибанс дает сигнал, у нас есть некая коррекция. Здесь у нас произошла вчера коррекция на 3, практически на 4%. После хэшрибанса всегда есть коррекции. Но за исключением некоторых нюансов. Давайте-ка мы посмотрим. За исключением некоторых нюансов, на бычке у нас было такое, что хэшрибанс давал сигнал, и потом у нас был to the moon, даже коррекции не было. Вот, смотрите, вот этот вот момент, лето. Здесь была коррекция, просто небольшая, в течение дня. И зеленые палки на недельке пошли вверх. Все, в течение дня откорректировались и улетели выше. Аналогичная ситуация была вот здесь вот. Сигнал, глубоких коррекций нет и улетели вверх. Это у нас был декабрь, январь 2020-2021 год. Ну, вот здесь у нас была коррекция. Тут у нас было небольшое мурыжение, небольшое коррекционное движение. Так что нужно быть очень внимательным. Мы можем даже и не опуститься в диапазон 111 тысяч долларов по биткоину. Нам даже не могут дать такую коррекцию. Вот здесь вот мог произойти уже вчера откуп. Следующая неделя можем постоять и потом дальше поползти вверх. Может быть такое. Надеюсь, что мы дальше будем ползти вверх, ибо просто без эйфории этот рынок никогда не заканчивался, и если они не устроят эйфорию, сюда больше деньги никто не понесет. Само собой, вся фонда у нас уже пошла на перехай. Само собой, вся фонда пошла на перехай. Так, закончим с битком сначала. Вся фонда у нас, в принципе, на перехай пошла. Линия ПОК у нас вообще в диапазоне 108 тысяч долларов. И на дневке, что мы видим? P-Cycle Top. Мы неоднократно рассматриваем P-Cycle Top. Смотрите, линия начинает потихоньку загибаться вверх. С каждым днем быстрая скользяшка оранжевая, вот, идет просто вверх. Сейчас у нас уже она находится в диапазоне 103 тысячи долларов.
Биток стоит на месте, мы уже находимся в диапазоне 103 тысячи долларов. Это говорит о том, что 103 тысячи долларов это сильнейший уровень поддержки. Если мы, конечно же, будем туда и опускаться, то зачастую цена биткоина ниже этой желтой скользяшки всегда это вкусные цены для того, чтобы подобрать биток. Но я думаю, что уже здесь все. Коррекция поставлена, мы уже не будем опускаться ниже, чем 103 тысячи долларов, потому как это будет затяжная коррекция, как это было у нас с февраля по апрель 2025 года. Вот здесь вот нужно было биток покупать. Как все здесь гармонично, циклично работает, это просто кайфуешь. В принципе, биток здесь вот все откупили, вкусные цены, задрали выше, ну и все. Тут уже будет бритва на маржиналке. Писакел топ тянется вверх, и сейчас у нас пик может быть в диапазоне 178 тысяч долларов. Мы это все рассматривали, пока что еще до пика далековато. Я думаю, что пик будет там ближе к Новому году. Вот. И в принципе, по фонде у нас все пошло на перехай. Даже Dow Jones, смотрите, практически обновил свой хай. У нас все рынки уже выросли, Dow Jones, S&P 500, там, короче, все повырастало. И осталась только крипта. И крупный игрок у нас остался один момент. Поманипулировать только на крипте и заработать бабло. Что у нас по DXY? По DXY мы с вами рассматривали DXY, то, что у нас есть корреляция DXY с биткоином. Я вам сразу сказал, что мы находимся в вот этом вот движении, это пробитие хая по биткоину. У нас это все дело произошло. После пробития хая по биткоину у нас будет коррекционное движение по биткоину. Мы находимся в этом коррекционном движении. И дальше мы плавно начинаем падать по DXY. Мы, по всей видимости, с вами увидим плавный рост по биткоину. Плавный рост по биткоину здесь у нас будет длиться примерно, смотрите, ну, примерно 51 день. 51 день, здесь рост биткоина останавливается, и по всей видимости уже здесь вот подключают альт-сезон и начинают движение альта. После 51 дня мы можем с вами увидеть раскачку альткоинов. Вот. DXY вообще неплохо выглядит. Мы продолжаем двигаться в нисходящем канале. Может быть такое, что DXY обновит свои здесь вот лои. Мы может такое, что упадем в диапазон 92 пункта. Но даже если мы не пойдем на обновление лоев, а будем рисовать боковик, это будет как раз тот самый движ на крипторынке. Вот этот вот движ на крипторынке. Он уже начался буквально с мая 2025 года. С 24 мая 2025 года он уже начался. Вот. И он может длиться вплоть до конца декабря 2025 года. Подобная ситуация у нас была вот здесь вот. 20-21 год. Бычка. По альте, по битку. Вот у нас 2017 год. Аналогичная ситуация. Вот у нас 2013 год. И вот у нас 2011 год. Раз бычка по биткоину, чисто по биткоину, потому как тогда только биткоин был. 2013 год появляются лайткоины, еще некоторые криптоактивы. 2014 год. 2017 год это у нас период ICO, смарт-контракты на эфириуме, туда-сюда. И вот у нас 2021 год. Ну, всем известный альт-сезон, при котором вы, наверное, пришли в рынок, в том числе и я. Вот. И сейчас у нас будет здесь вот бычка, завершение этой бычки. Главное, чтобы мы увидели раскачку альты. Ситуация, конечно же, сложная, да, она даже меня напрягает, я не отрицаю это. Уже, ну, просто достали они с этим всем делом. Альта просто где-то там лежит, она вообще даже не растет. Если у нас еще с осени 2023 года по март 2024 года все у нас росло, нормально росло, на протяжении 4 месяцев, можно что-то было там ребалансировать, то сейчас иная ситуация. И альта просто умерла, и она все вниз, вниз, вниз и вниз. Но руки настолько завязаны, что ты просто ничего не можешь сделать. Разве что лезть на маржиналку и лудомань. Кстати, я зашел в биток, в лонг с максимальным плечом, чисто по фану. Посмотрим, что у нас получится. Вчера в телеге я писал, что я зашел в лонг, скрин я скинул, 125 плечо взял. Просто 125 плечо. Посмотрим, что у нас там получится. В принципе, вот так вот. Альт-сезона пока что у нас нету. Здесь есть у нас локальный альт-сезон. Ну, на локальном альт-сезоне я был там, пофиксил некоторые монетки, конфетки.
какие там, ну, Пенгун у нас, смотрите, Бонг я не фиксирую, пускай себе лежит. Там небольшая позиция, там на пару соток, мало ли может стрелит. Эфир я не фиксировал. Наоборот, я в эфир перелил некоторые монеты. Какие монеты? XRP я был, продал, часть еще оставил и прикупил на проливе эфир. Почему я взял эфир? Потому как я его застейкал на бирже WhiteBit. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Если тебе интересно, можешь зарегистрироваться, заниматься стейкингом. Довольно-таки они неплохой стейкинг дают, но есть тоже нюансы. Это биржа. Нужно не забывать о том, что может заморозить твой капитал, или ты можешь там заблочить твой аккаунт. Нужно сначала пройти верификацию. Если все у вас получилось, все четко, аккаунт верифицирован, только тогда заводите средства. Я, в принципе, прошел верификацию, завел. Если я закинул, допустим, 3 эфира на 90 дней, мне насыпят 0,1 эфир, это будет примерно по текущей цене $389 за 90 дней, за 3 месяца. Я думаю, довольно-таки неплохой пассив, $389, ничего не делая, и все. Но нужно понимать, что все средства сюда заводить нельзя. Какую-то часть капитала, потому как это биржи. Вообще, это рисково. Многие, конечно же, стейкают там в пулах ликвидности, там тоже есть свои риски, могут пул ликвидности сломать, как мы видели это на Cetus протоколе. И в принципе, тоже есть свои риски. На бирже тоже есть свои риски. Я думаю, что вы с умом, конечно же, все это делаете. Пройдите верификацию, можете тоже застейкать себе эфир. В дальнейшем эфир будет расти, потому как он еще глобально находится в зоне накопления, по всей видимости, и роста он еще не показывал. Эфир, я думаю, что будет в диапазоне $9000, может быть такое, что 12, и все у нас будет хорошо. Тезер у нас напечатали, еще наштамповали некое количество стейблкоинов, потому как уже идет просто-напросто нехватка тезера, и мы буквально видим то, что есть печать. Вот здесь напечатали. Зачастую у нас тезер печатается на бычке и сжигается на медвежке. Вот, здесь вот было некое сжигание, здесь у нас печатание идет. Бычка продолжается. В принципе, вот так вот. По доминациям у нас как раз произошло то самое движение, вот этот вот локальный небольшой пока есть разворот, но мы видим то, что здесь уже произошел разворот. Загибаются доминации альткоинов, ну не в том смысле, что вниз, а график вверх направляется, доминация битка вниз направляется, доминация эфириума тоже направляется вверх. И в принципе у нас все довольно-таки неплохо выглядит. Особенно с эфириумом. Если мы посмотрим, что нам творит и показывает эфириум относительно биткоина, то я думаю, что у нас все здесь шикарно просто получается. Все шикарно. Эфириум 3700. Я думаю, что глобально эфириум выйдет у нас с этого глобального огромнейшего накопления, потому как у нас здесь эфир находится в накоплении длительный период времени. И мы здесь видим что? Мы здесь видим глобально бычий бычья структура по эфириуму. Просто бычья структура. Правда, мы не дотянулись до нижней части канала при коррекции, но я думаю, что эфириум выйдет в диапазон минимум $7000, там 11 максимум $1000. И если мы посмотрим эфир относительно биткоина, то он потихоньку начинает набирать силу. Вот здесь вот мы дождались того самого интересного момента, когда эфириум начнет набирать силу. Почему я сейчас на данный момент сижу в эфире? Многие скажут, потому что я хочу за счет торговой пары эфир относительно биткоина взять в дальнейшем биток. Допустим, у меня сейчас в эфире есть некий капитал, и это некое количество битка. Как только у нас эфириум относительно битка вырастет, хотя бы на 200%, вот сюда вот, или вот даже вот сюда вот на 285%, на 300%, я смогу эфир обменять на биток вот здесь вот. Биток уже у нас будет корректироваться и идти на медвежку.
по всей видимости. Это будет как раз 2026 год. И биточек наш вот с текущий где-то там февраль, да, январь 27 год, ноябрь, август, вот так вот, июнь, май, апрель 26, да. Этот момент уже у нас биток будет начинать опускаться, как это было в 2022 году. Биток у нас уже тогда был по 45 тысяч долларов, а эфириум у нас где был? А он стоял здесь на своих пиковых значениях относительно биткоина. Он показывал силу, и альта показывала силу. Я думаю, что здесь будет аналогичная ситуация. Биток хоть и будет опускаться вниз, но эфириум относительно битка будет показывать силу. Если здесь мы видим другую ситуацию, биток у нас растет, а эфириум слабеет, и это у нас есть некое запоздание на графиках, уже биток на хаях, а эфир вообще слаб, то здесь будет обратная ситуация. Биток будет слабеть, а эфир еще будет показывать силу. И в торговой паре можно будет менять эфир на биток. Даже не нужно выходить в стейблкоины. Вот. И здесь можно будет раскачать свой. Ну, мой биток был куплен примерно там намного ранее. Я его частично начал менять. Правда, не на самом донышке я его обменял. Но здесь буду потом менять уже, как только мы, допустим, начнем доходить до диапазона там 200%, я начну частично опять его переливать в биток. И таким макаром, в принципе, избавлюсь от эфириума, возьму часть биткоина, само собой, за накопленные какие-то капиталы на медвежке подберу еще биток. Но пока мы будем здесь вот расти, у нас на это все уйдет некий период времени, может быть такое, что полгода, то можно, конечно же, пока постейкать эфириум и получить бесплатные монетки эфириума, которые можно будет в дальнейшем потом обменять на дешевый биток уже на самом донышке медвежьего цикла. В принципе, я думаю, что вы всю суть поняли. Что у нас может произойти на крипторынке? Я думаю, что данная информация вам будет полезна. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Мне нужно запускать видео, потому как я запускаю всегда в 7:30, и мы уже немножко опаздываем. Поддержим канал. Всем желаю мирного неба. Всем пока, до связи.